Довольно очевидно, как сильно продвинулись японцы в создании аниме. Качество рисовки, проработанность анимации и интересный сюжет. Оборачиваясь назад, можно столько грусти и чувством легкой ностальгии вспомнить про те аниме, которые стали первыми у многих ценителей прекрасного, имеющие свою атмосферу, присущую лишь последнему десятилетию. Тому самому, когда САО являлось очень интересным аниме, до второй половины первого сезона. Если подумать, это было мое первое аниме в жанре фэнтези. Было достаточно увлекательно следить за приключениями в виртуальном мире, где главный герой имеет имбовые способности, и все происходящее выглядело потрясающе. Еще тогда не понимал такого жесткого хейта к этой истории, но по мере выхода остальных сезонов, тех людей можно понять. Особенно нравилась романтика тех времен. Вообще, в свое время просмотрел много аниме про отношения в старших классах, да и про любовь в целом. Было в этом что-то по-своему привлекательное. Повседневная жизнь школьников и их гулянки, комедия и глупые клише по типу недосказанности, которая вела к неприятным последствиям. Но они не казались раздражающими, как сейчас. Торадора, Золотая пора, Кошечка из Сакураса, Мы из общаги Кавай. Помните ли вы эти аниме? Это сейчас жанр романтика извратили как только можно и как нельзя тоже. Девушка на час. Уже кувыркается с другим парнем! Блин! Отстой! Ну и чего я завелся-то? Скукошься обратно, тут нечему радоваться! Серьезно? Ну, серьезно? На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. С первой серии нам показывают, как чел, которого бросила девушка, завелся от одной мысли, что она делает весьма интимные вещи с другим мужчиной. Он чё, мудак что ли? Добавок ко всему еще и конченый, судя по дальнейшим событиям. Единственное, что спасает это аниме, так только рисовка и анимация, хотя аниме я забросил на первой серии. Впрочем, это всего лишь один из примеров плохих романтических аниме. Есть и хорошие, как Харемия. Взаимоотношения персонажей бьют прямо в сердечко. Врата Штейна. Врата Штейна. Одно из немногих аниме, которое, к великому сожалению, мои глаза старательно избегали на протяжении многих лет. Без преувеличения. Дело в том, что в огромном количестве шедевров сия Японии я стал поглощать в период с 11 по 14 лет. И для меня было просто непозволительно смотреть аниме без привычной, собственно, стилизации аниме. Ну, понимаете, огромные глаза, занимающие полголовы, яркие цвета, разноцветные волосы. Всего этого здесь не было. Нет, персонажи, конечно же, очень милы, особенно вот этот Тян. Но мое сознание не было готово к таким переменам. Для меня оно казалось скучным и слишком серьезным. Осудил я по первой серии. Но спустя время я дорос до этого аниме и проникся гениальным сюжетом. И со временем каждый из нас поймет, что слишком много дерьма выпускается каждый день. И вам захочется найти топ произведения, в котором будет интересная задумка и сюжет. А во многих старых аниме, нулевых годов в частности, зачастую поднимая очень важный вопрос морали и ценностей. Возможно, таким же образом я дорасту до Кода Гиаса. Как оказалось, мне нравятся разного рода игры со временем. И как я бы смог обойти стороной Розера, самое популярное аниме с чуваком, который прыгает во времени весьма необычным образом, вздыхая. Стыдно признавать, узнал я про это аниме не благодаря идее, а по причине этих прелестных девушек в костюмах горничных. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Одно из первых аниме, которое я посмотрел залпом в течение дня и одной ночи. А первое произведение, которое я посмотрел таким образом, Дневник будущего. Аниме, породившее много таких артов. Как же я на него наткнулся? Конечно же, расфорсенная пикча Юна Гасай, которая сразу привлекла мое внимание. Я не понимал, какого хера? Аниме вышло в 2011 году, а посмотрел его только в 2014. Боги в мобилке, что может быть лучше? Концовка правда стрёмная, но таких аниме я не видел тогда, не вижу и сейчас. Говоря о богах, помните бога, который бомжует уже так с 2014 года? Бездомный бог, неплохое фэнтези с приятной рисовкой, повествующей о богах и их орудиях, а также девушке, которая как будто живая, но блин не живая. Когда впервые смотрел это аниме, всегда тащился от того, как злился Ято, или когда он дрался с Бишамон. Выглядел очень эффектно и круто. Так же круто, как и двое школьников, что сперли какой-то суперсерьезный аппарат из секретной лаборатории, потом начали к херам собачьим город подрывать. 2011 год. Очень глубокое аниме с душещипательным концом. Похоже, мне нравится делать себе больно.